Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя, и сегодня мы свяжем вот такую небольшую сумочку для телефона на магнитной кнопке и связанным ремешком. Узор здесь легкий и вяжется очень быстро. Вязала я из полиэфирного шнура 2 мм. Из такого же шнура я вязала данную модель сумки. На нее у меня есть мастер-класс, я оставлю ссылку вот здесь, а также в описании. На данные две сумки у меня ушло меньше 2 мотков пряжи. От второго мотка у меня осталось приблизительно 50 грамм. Вязала я из шнура Caramel Baby 2 мм, длина 200 метров, 150 грамм. А на маленькую сумочку понадобится приблизительно 120-130 метров. Также нам понадобится крючок номер 3, пластиковая игла с большим ушком для того, чтобы пришить ремешок. Если нет пластиковой иглы, то можно ремешок пришивать крючком, вытягивая нить. Размеры сумочки 13 на 19 сантиметров. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! При вязании с полиэфирного шнура не забудьте подпалить кончик, чтобы он не распускался. Итак, делаем петлю и набираем 25 воздушных петель. Провязываем первую. Я ее не затягиваю, я ее тоже считаю. Это у меня первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем 25 воздушных петель. Провязали 25 воздушных петель. Далее цепочку переворачиваем и смотрим. Здесь у нас идут вот такие вот перемычки. Вот если сбоку посмотреть, выпуклые такие. Сюда мы будем вводить крючок и провязывать столбики без накида. Первую перемычку пропускаем, вводим крючок во вторую, вытягиваем нить. У нас на крючке 2 петли, их провязываем вместе. Далее вот здесь вот надо отметить маркером, где у нас будет в конце последний столбик. Вот у нас перемычка, вот наша петля, вот здесь отмечаем ее маркером. Здесь мы провяжем последний столбик в ряду. Вот маркер получается под столбиком у нас находится. Далее вводим крючок под следующую перемычку. Снова провязываем столбик. И таким образом провязываем до конца. В конце мы сделаем прибавку. Снизу у вас будет оставаться вот такая вот косичка. Вот в конце осталась последняя петля. Вот она, перемычка идет, но крючок мы вводим не под нее, а вот здесь вот сбоку петли. Вводим крючок и провязываем один столбик. Далее чуть-чуть подтягиваем и еще провязываем 2 столбика вот сюда, вот где у нас выходит кончик нити. Первый столбик и сюда же второй. Вот в конце мы провязали в последнюю петлю 3 столбика. Далее за кончик нити тянем и затягиваем отверстие. Теперь вяжем по столбику без накида. Вот так переворачиваем и смотрим. Здесь у нас идет такая вот косичка. Мы захватываем заднюю стенку и провязываем столбик. Далее в следующую провязываем по столбику. И в середине у нас вот такая вот будет полосочка. Довязываем до маркера. В конце провязываем последний столбик.
Делаем соединение, вытягиваем петлю. Вот у нас идет первый столбик, над ним косичка, заводим крючок с обратной стороны и вытягиваем петлю. Затем крючок вводим между столбиками вот под эти нити. Вот они. И петельку накидываем на крючок. Слегка подтягиваем. И через все вот эти вот нити протягиваем петлю. Можно вот здесь вот поддержать петельку, чтобы крючок свободно прошел. Вытягиваем и провязываем столбик. Таким образом делается соединение во всех рядах. Вот такой у нас получился овал. Это наша донышко будет. Здесь у нас 50 столбиков. И далее мы уже прибавок никаких делать не будем, поэтому в каждом ряду у нас останется точно такое же количество, по 50 столбиков. Первый столбик мы провязали, далее вяжем следующий, вводим крючок в следующую петлю и провязываем столбик. И вот здесь также можно отметить сразу маркером. Здесь мы будем делать соединение в следующем ряду. Вот отмечаем маркером между двумя столбиками. Далее провязываем по столбику в каждую петлю. Вот я провязала последнюю петлю. Следующий у нас уже есть столбик. Далее делаем соединение. Вытягиваем петлю. Заводим крючок. Вытянули. И крючок заводим вот сюда между столбиками. Под вот эти нити. Накидываем петлю. Слегка затянули и провязываем. Вытянули петлю, провязываем столбик. Это мы провязали уже первый ряд стенок. Здесь также у нас 50 столбиков. Следующий у нас будет второй ряд. Вяжем также столбики без накида в каждую петлю. Провязываем столбик. И сразу же здесь можно отметить маркером. Здесь будем делать соединение в следующем ряду. Это у нас будет уже второй ряд стенок. Также провязываем столбики без накида. И точно так же вяжем третий и четвертый ряд столбиками без накида. Соединение делаем точно такое же, которое я уже показывала. Вот я провязала четвертый ряд. И соединение здесь делаем точно такое же. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее делаем накид, шагаем в предыдущую петлю, вытягиваем, вот таким образом ее вытягиваем подлиннее и провязываем столбик с накидом. 2 петли и еще 2. Вот таким образом ложится у нас данный столбик. Здесь получается вот эта петелька такая длинная, вытянутая. Далее делаем накид, пропускаем одну петлю, в следующую провязываем столбик с накидом. Снова накид и возвращаемся в предыдущую петлю. Снова накид, пропустили, в следующую столбик с накидом, накид, возвращаемся в предыдущую петлю, и у нас получаются вот такие столбики.
Вот я провязала ряд до конца. Здесь уже никаких петель оставаться у вас не должно. Вот я провязала самую последнюю петлю. Далее мы сделаем соединение. Вот у нас идет столбик из воздушных петель. Раз, два, три. И сверху у него косичка. Вот сюда мы будем заводить петлю. С обратной стороны заводим крючок. Вытянули. И также вот здесь вот между столбиками вводим крючок, накидываем петлю и затягиваем. Захватили рабочую нить. Петельку можно слегка подтянуть, чтобы крючок свободно проходил. Вытянули и провязываем столбик. Далее ряд провязываем столбиками без накида. Заводим под каждую петлю и провязываем столбик без накида. Вот эту петельку можно отметить маркером. Вот у нас 2 столбика, между ними отмечаем. Это куда мы будем делать соединение в следующем ряду. Далее провязываем следующую. Получается, мой крючок вводим вот таким образом под косичку. И провязываем до конца столбики без накида. Их должно у нас быть 50. Делаем соединение. Вот мы отмечали маркером. Это у нас первый идет столбик, вот второй. Между ними у нас идет маркер. Здесь мы делаем соединение. В следующем ряду мы будем провязывать данный узор, поэтому здесь провязываем 3 воздушные петли, делаем накид и возвращаемся в предыдущую петлю, провязываем столбик с накидом, петельку вытягиваем хорошо, 2 петли провязали и еще 2. Вот эту петлю можете отметить маркером. Сюда мы делаем соединение. Далее снова накид, пропускаем и в следующую столбик с накидом. Накид, возвращаемся. Накид, пропустили в следующую. Таким образом довязываем до конца. Делаем соединение. Вот я провязала столбик. Далее провязываем данный ряд по столбику без накида в каждую петлю. Вот провязали второй столбик и сразу же можно здесь отметить маркером. Провязываем ряд до конца. Следующий ряд идет перекрещенные столбики с накидом и далее снова столбики без накида. Таким образом, чередуя, далее провязываем самостоятельно. Вот я провязала основной узор. Здесь у меня ряд заканчивается столбиками без накида. Если считать с первого ряда стенок, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее, это у меня 22 ряд. И теперь далее мы провяжем еще
3 ряда столбиками без накида. Соединение делаем точно такое же. Вытянули петлю, провязываем столбик и в последующие петли провязываем по столбику без накида. Это у меня будет уже 23 ряд. Далее точно так же провязываем 24 и 25 столбиками без накида. В конце по краю делаем обвязку соединительными петлями. Заводим крючок вот таким образом под косичку, вытянули петлю и протягиваем через петлю на крючке. Далее в следующую. Сильно туго не вяжите, чтобы край не стянуть. Теперь вяжем ремешок. Для этого оставляем кончик нити сантиметров 15. Делаем петлю и провязываем воздушные петли. Набираем цепочку из воздушных петель в длину не больше 100 сантиметров. Далее цепочку переворачиваем и также провязываем, захватывая перемычки. Первую перемычку пропускаем, заводим крючок под вторую перемычку и провязываем полустолбики с накидом. Делаем накид на крючок, заводим под перемычку, вытянули, 3 петли на крючке, их провязываем вместе. Далее снова накид под перемычку, 3 петли провязываем вместе. Таким образом довязываем до конца, и снизу у нас будет вот такая вот косичка оставаться. Вот я провязала ремешок не до конца. Я специально набрала лишние воздушные петли для того, чтобы вам показать. Смотрите, я провязала необходимую длину. Вот здесь у меня получился ремешок 95 сантиметров. Этой длины мне достаточно. Что же делать с вот этим концом? Нет необходимости все распускать, набирать заново воздушные петли на необходимую длину. Я сейчас вам покажу, как можно с конца распустить воздушные петли. Вот первая воздушная петля. Отсюда вытягиваем кончик нити. Вот вытянули кончик, и у нас образовалась вот такая вот петелька. Далее также вытягиваем кончик нити, но тянем не вот отсюда, вот видите, она здесь закреплена вот этой петлей, а вот прям с центра этого кружочка. Вот он кончик нити, мы отсюда его вытягиваем вот таким образом, и далее просто тянем, и у нас петельки распускаются. Распустили до конца, и все. И здесь у нас таким образом она закрепилась. В конце нить обрезаем, протягиваем через петлю, данный кончик прячем, и нам осталось только пришить ручки к сумке. С одной стороны у нас есть кончик нити, со второй мы просто берем такую же нить и пришиваем. Можно пришивать иглой, либо крючком.
Сумочка наша готова. Я пришила магнитную кнопку и бирку. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем пока! Увидимся в следующем мастер-классе.